Друзья, сегодня мы будем собирать суперэкономичный гибридный автомобиль, ведь многие это уже давно просили. Так что, поехали! В прошлом выпуске мы, если помните, опять поставили желтые 200-е аккумуляторы в синюю АКУ и даже съездили на ней в экспедицию. Но из-за того, что такое количество аккумуляторов имеет огромный вес, тяга получилась не очень. Подвеска стала продавлена, да и на проходимости это тоже сказалось. Еще сильно нагревался двигатель, ведь такой вес нужно как-то тащить. У нас есть еще бежевая акуля, там двигатель так сильно уже не греется, но опять же очень сильно ограничена максимальная скорость. Многие, кстати, все еще удивляются и спрашивают, где мы нашли аку в таком идеальном состоянии. Так вот, кто смотрел про нее первой серии, тот знает, что мы нашли ее в приложении Дром, объявление от собственника. То есть вся ее история была на Дроме. И на самом деле оказалось, что у нее всего один собственник с 96-го года, причем дедушка, который почти не ездил, поэтому нам и досталась такая конфетка. Если тоже хотите урвать классную машину от собственника, качайте Дром по ссылке в комментарии. Но сегодня поедем на синей акуле, чтобы уже окончательно решить ее судьбу. Итак, что с ней будет дальше? Легкий план. Быстрый набросок. Как видит художник? Художник видит. Точнее, художник не видит здесь желтые батарейки, это раз. Потом ставим сюда генератор, ставим сюда маленькую батарейку и едем на испытание с 1 литром топлива. Что самое удивительное, нам вроде как и не надо на нее большого количества батарей, ведь они нужны только для запаса хода. По идее, даже на маленьком аккумуляторе мы можем проделать довольно длинный путь, причем машина будет даже экономичнее, по той причине, что не придется тащить лишний груз. Но в таком случае возникает другая проблема, то есть если ехать прям куда-то далеко, то придется эту батарею подзаряжать, и способы бывают разные, либо бензогенератором, от солнца, водородным топливом, ну, либо ядерным синтезом. Так, что это вслух сказал? В общем, начнем с самого простого и установим под капот генератор. Если смотрели видео, на втором канале у меня началась тройка, и как раз туда я заказывал Ресанту. Аппарат довольно серьезный, ведь он даже сварку легко тащит. Нам такой точно подойдет. Еще тут есть многофункциональный дисплей, который показывает напряжение, ну и еще можно посмотреть моточасы. Очень удобно для обслуживания. Его вообще можно будет вывести в салон. Еще на нем есть электростартер, что тоже довольно важно, ведь можно автоматизировать эту систему, то есть специальный датчик будет показывать, что напряжение проседает, и в этот момент автоматически будет запускаться двигатель на генераторе. Для того, чтобы понять, будет ли такая система работать, закинем генератор под капот и попробуем прокатиться. Вот только возникла проблема. Гена немного не помещается в акулю, поэтому пришлось его немного подразобрать, а точнее снять несколько лишних деталей, в том числе глушитель. Таким образом, генератор все равно не вошел. Но у нас же есть УШМ, с ней, как правило, решается любая конфликтная ситуация с металлом. В итоге Гена все-таки упал на свое новое место. Ну а чтобы звук от него был хотя бы немного тише, решили вместо глушителя поставить металлическую гофру и вывести ее под машину. Мне кажется, звук... Глушит? Нет, не особо. Не особо здесь. Очень хорошо. Глушит, но эхо. Ну и все, машина почти готова к испытаниям. Напоминаю, что двигатель тут из гидравлики погрузчика на 10 киловатт, аккумулятор собран из титаната на 50 вольт и контроллер, который мы заказывали с AliExpress на 500 ампер. Как по мне, это лучший вариант контроллеров. Стоит копейки по сравнению с BLDC, легко подключается и легко управляет оборотами. Если вы тоже строите какой-то электротранспорт, то все необходимое для него можете также заказать на AliExpress. Итак, у нас уже практически все готово, генератор мы закрепили, осталось кинуть удлинитель к батарее, ну точнее к зарядному устройству, только потом на аккумулятор. Главное, что наша система работает. Рука на старте, да? Шумно, конечно, но что поделаешь, наука требует жертв. Налили мы ровно 1 литр бензина. Тут, кстати, есть специальный датчик, и видно, что топлива прям совсем мало. Так что посмотрим, сколько получится проехать на 1 литре бензина. Кстати, машина сейчас стала гораздо легче без желтой батареи, да и поехала прямо значительно бодрее.
Сейчас я так шлагбаум открою, что ты? Мы же люди культурные. А если я вот так натяну и отпущу, что будет интересно? Оператору поднимал. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Вот мы и приехали в то самое место, где все начиналось. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Вот в этот подъемчик мы заезжали. Где-то тут был люк, в который мы провалились. А, вон, ветка там торчит. Вот он, этот опасный люк. Даже не напрягается. Один важный момент. Если мы уберем бак, если мы уберем всю вот эту рамку и куда-то компактно разместим генератор с двигателем, то есть это даже под капотом место займет, вот всего лишь. Тут будут аккумуляторы, и у нас полностью свободная машина, при этом она может подзаряжаться в любой момент. Клево, только единственное, что надо генератор делать уже под нашу батарею. Зачем вот эти вот лишние потери, какой-то там преобразователь, да, вот здесь вот высокое напряжение, там какой-то блок питания, когда можно сразу же от гены заряжать батарею, будет намного лучше. Большую часть времени мы ездили просто на батарее. Генератор включали только тогда, когда начинались просадки. Удивило то, что машина стала супер проходимой, видимо из-за веса. Несмотря на монопривод, едет она как вездеход. Даже глаза не верят в то, какие препятствия она легко преодолевает. Вот он, главный плюс отсутствия огромного аккумулятора и, соответственно, веса. Ну а на случай, если наша маленькая батарейка подсядет, можно включить генератор и легко ее подзарядить. Да и то не факт, что это придется делать, так как даже на маленькой батарее запас хода довольно приличный. И можно спокойно вернуться домой на одном заряде и уже подключиться к сети. В общем, с нашим генератором система хоть и работает, и проехали мы около 20 километров, все равно есть недостаток. Точнее, большие потери энергии на преобразование. То есть сначала 220 вольт переменки, потом 60 вольт постоянки. В идеале делать, конечно, прямую передачу тока от генератора сразу на батареи, чтобы не было преобразования в 220 и обратно, так как от этого возникают большие потери. То есть на этот мотор нужно поставить другой генератор, наподобие белазовского. Вы, наверное, помните его с прошлых выпусков. Тогда зарядка пойдет очень быстро и с достаточной мощностью. Да и вообще эту конструкцию можно немножко убавить, как в размерах, так и весе, сделать хорошую выхлопную систему, шумоизоляцию. Тогда это можно будет полноценно использовать, особенно если все автоматизировать. Ну а еще на этот автомобиль можно поставить небольшую солнечную панель на крышу, пускай даже для медленной зарядки, но все равно это будет просто высший гибридный автомобиль. Единственное, этот двигатель совсем не любит нагрузку, то есть когда идет натяг, он очень сильно нагревается. Поэтому, наверное, будем использовать тяговый двигатель, потому что он вообще всегда холодный. Но может и это доработаем. Уже есть определенные идеи, как это можно сделать. Еще многие пишут, что проще поставить мотор-колеса, а не городить такую конструкцию. Но может быть и проще, но точно не дешевле. Так как одно мотор-колесо стоит около 20 тысяч рублей, плюс контроля к нему столько же. Причем одного-то будет мало, нужно как минимум 2, это уже 80 получается, что дороже всей нашей конструкции вместе с самой машиной и батареей. Да и закрепить их просто там на балку куда-то колесо тоже не получится, потому что тут оси для машины слишком слабая.
это нужно делать опять же какой-то дополнительный привод и ставить его на отдельный подвес, что уже совсем непросто. Так что наш вариант все равно остается самым доступным. И по сути можно делать уже финишный образец электромобиля, то есть с внешним видом. Однако возникает довольно важный технический вопрос. Оставляем ее как дачный вариант, то есть с максимальной скоростью 50 км в час, или все-таки идем дальше, продолжаем экспериментировать с мотором, чтобы поднять его обороты. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Ну и конечно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. С вами как обычно был Денис Механик, спасибо за внимание и пока. Та-дам, 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 та-дам.